Я познакомился с ним где-то в 70-м году на квартире у моего друга Михаила Ромадина. Я в то время, он же был достаточно знаменит, была сделана Рублев, но я его все равно не знал, Рублева не видел. Такой человек сидел очень экспансивный, очень нервный такой, очень остро реагирующий на все. Так что-то разговорились, сидели, выпивали так довольно так уверенно, что называется. Потом разговаривали, что я занимаюсь, он выяснил, что я занимаюсь электронной музыкой, тогда это мало кто занимался, это была совершенно новая вещь. И вот, причем это было на Арбате, у нас студия была электронной музыки, музей Скрябина. Это недалеко от жилья Ромадина, и, значит, так все как-то пошло к тому, что так говорит, я к тебе зайду, мы быстро перешли на «ты», так сказать, и зайду, посмотрю. Он пришел, посмотрел, чуть ли не через день. Зашли они вместе с Юсовым, так, я показал, посмотрели и ушли. А потом вдруг он мне, я уже даже забыл об этом визите, прошло лето, где-то, нет, лето еще не прошло, ну, где-то, в общем, спустя месяца два, он мне вдруг, у меня не было телефона, дал телеграмму, что я зашел на студию «Мосфильм», поговорить по поводу вот написания музыки к Солярису. Значит, мы встретились. Он сразу мне сказал несколько таких вещей, сказал, которые меня так как бы огорошили, что ли. Он говорит, что вообще-то мне музыка не нужна вообще в фильме. Значит, но мне нужен человек, который бы организовал шумы природы. Мне нужно композиторское ухо, как он сказал, чтобы и композиторская, так сказать, вот рука, которая могла бы организовать по закону музыки, что ли, весь окружающий мир, который вот я сейчас создаю в картине «Солярис». Ну, так мы поговорили, я такой ушел озадаченный весьма. Дело в том, что я вообще родился, значит, в семье, не музыкальный, но во все родственники или музыканты, или актеры. Так что вот это было, так получилось. Отец мой инженер, мать домашняя хозяйка, и они все время по стране ездили, а меня, мы москвичи все, но я родился в Новосибирске, так проездом. А потом, когда мне исполнилось 7 лет, меня отправили в Москву к дяде, и, значит, я там учился и воспитывался, и кончил хоровое училище, потом консерваторию. Композиторский класс я учился у Шапорина, у Юрия Александровича покойного, и второй мой учитель, может быть, главный учитель, это Николай Сидельников, тоже ныне покойный. Вот как бы я им всем обязан. И к электронике я тоже как бы пришел, может, не случайно, потому что меня вообще интересовала сонорность, звук как таковой, сама природа звука, что я думал, предполагал, что сам звук очень, так сказать, сам по себе самоценен. Это и Паскал, я очень любил Дебюсси, потом вот авангардистов, которые особенно мне Болес нравился в то время, как в 60-е годы. И так вот получилось, что я встретился с Мурзиным, который один из первых в мире вообще людей построил синтезатор. Вот, он назывался «Анс». И сразу после окончания консерватории он меня пригласил в лабораторию. Ну, вот в такой ситуации я приступил, так сказать. Постепенно я так вот в беседах и при просмотре материала, он все время мне обязательно я давал материал, только отснятый, где они с экспедиции привозили. И он просил, чтобы я все смотрел. И я так как входил в этот ритм, я его не знал, как с ним работать, что его, какие вкусы. И я просто материалы смотрел, вот эти природы, где он снимал, бесконечные дубли, так входил в эту картину. Потом вот я ему сказал, что, ты знаешь, мне кажется, что без музыки все равно не обойтись. Если ты хочешь организовывать шумы, все равно это будет мертвые. Шумы природы, но они не оживут. Их надо чем-то оживить. Я говорю, тогда вот пришла мне идея, что нужно тогда подпускать оркестровые какие-то шумы, голоса, ну, шум травы, чего-то такой, шорох струнных. Очень незаметно. Ему эта идея очень понравилась. Сначала он удивился. И так постепенно вот мы выработали язык. То есть окружающий природный мир, я как бы такой риторическую музыку конкретную, сделать с помощью оркестра, какие-то кластеры возникающие, почти неслышные. Иногда бывают какие-то наплывы, но зрители на них обращают внимание, потому что как бы в контексте воспринимают их. Но они стали работать. Еще, кстати, я вспоминаю, говорят, что его отношение к Баху, он считал действительно самым величайшим композитором, как бы есть композитор, а есть Бах. Вот, так сказать, другого. У него, ну, не знаю, было у него полное собрание сочинений, но потому что в советские времена он каким-то образом знали его страсть к Баху, ему кто ездил, обязательно привозил. У него была огромная совершенно
коллекция пластинок Баха. Была написана так тематическая музыка, там какая-то тема Земли. Потом он решил, что это будет все-таки Бах, и будет тема Земли Баха. Потому что, так сказать, а второй еще был аргумент, что если опять только одна тема должна быть. И чтобы не было сознания никаких путаниц, то, значит, Бах, остальное вокруг него только работает. Вот отсюда и это решение было принято. И оно правильное, конечно. Как решать вот этот мир Соляриса? Вот это совершенно было непонятно. Я даже не помню, каким образом я пришел к этой идее вот океана, какой-то я, который сделал вот эту музыкальную такую. Ну так, это уже ощупью все это. Тем более в советские времена все это стоило, видно, даже ничего не стоило. Смена оркестровая, это все было так на бумаге все это. Поэтому оркестр вызывался любой, на сколько хочешь время, сколько хочешь смен. Ну, бывали там почему так много разговоров, но давали все время. Я вот, так сказать, вдруг понял, что мне нужно какие-то делать сочетания и электроники, и большого оркестра, и хора. В общем, я сделал такие миксты. Была задача, чтобы, вот это, кстати, он мне поставил, задача, чтобы как бы не было слышно специального инструмента, специальной музыки, что ли, чтобы это было какая-то некая из ничего возникающая, какая-то флуктирующая звуковая масса и исчезающая. Так сказать, не было, чтобы ни тем, ничего, как бы она не была дискретная, а была как волновой такой природы. Однажды, значит, спросила, что ты мне не доверяешь, что я, там, не Бах, но могу написать, может быть, музыку, подходящую картине, как бы более точно, чем абстрактно. Здесь вот он мне сказал поразительную вещь. Он говорит, что мне как раз нужны старые мастера только для одной цели. Кино – очень молодое искусство. В то время еще, когда мы разговаривали, еще не было 100 лет даже. Он должен подсознательно создать у зрителя некую историческую перспективу вглубь веков, используя вот музыку старых мастеров и живопись старых мастеров, как бы подсознательно понимая, что это такое же искусство, как и ему 1000 лет, или там 300 лет, 400 лет, но 90. Это поразительное, это сознательно это дело, и всегда проводил эту жизнь. Вы возьмите любую картину, обязательно будет или Рафаэль, или Регель, или Гендель, или Бах. Вот это будет обязательно. Единственное, что вот я в Солярисе, я говорю, что же нам все время повторяется, там столько событий, я говорю, давай, может, что-то сделаю, там, какую-то инструментовку Баха. Он говорит, вообще-то, говорит, это не нужно, сделай пока, так сказать, оркестр есть, давай. И я там вот придумал ход, и он это принял, она в картине все это осталось. Дело в том, что сам Бах использовал часто такую средневековую технику «кантус фирмус». Это композиторская техника, которая предполагает такую вещь. В религиозной музыке, в религиозном обиходе, в католической и протестантской были в ходу григорианские хоралы. Вот это одноголосные пения. И, значит, Бах, вот в его знаменитой органной прелюдии, в каждой прелюдии есть это «кантус фирмус», это тема григорианского хорала. А сверху он писал свою музыку. Она внутри тема держалась, и сверху как бы было новое сочинение. Так я вот само сочинение Баха, фа минорной прелюдии, я принял как «кантус фирмус», и сверху написал свое еще. Вот, чтобы как бы быть уже не просто придумать, а быть в одной технике, в одной технологии. И вот это вот как бы получилось. И Андрею это понравилось, и в фильм это вошло 2 эпизода, где смерть Харри, вот там вибрафон, появляется хор. И еще в финале. Но в финале потом это мне сократил, там совсем кусочек остался. Но пластинку это вставил я. Я писал, значит, приносил пленки с записью электроники, делал наложение оркестра, хоров. Потом мы еще эти пленки имели отдельно и на перезапись еще сводили. В общем, вот весь этот мир, он как бы был нащупан ощупью, найден ощупью. И сложился, так сказать, так, не сходу, что ли, далеко не сходу. Это были много записей. И особенно еще были трудности в том, что
Андрей не приходил на записи музыки. Значит, вот это как бы он меня бросал, вот так в воду бросил. Я говорю, а что ты не приходишь? Он говорит, ну это же не концерт, я же не могу судить, что ты там придумал. Потом посмотрим. И в таком подвешенном состоянии я находился все время. И до конца, значит, уже пришло время перезаписи, написано там огромное количество музыки. Просто километры какие-то мы там писали. И я был, пойдет или не пойдет, может, вообще отменят. Вот такое странное состояние, да. Хотя некая такая постепенно уверенность появлялась, что что-то такое получается, что-то такое близкое, во всяком случае, о чем мы говорили, может быть, ну, я сам ощущал, что вроде как-то я угадал. И потом на перезаписи, он до конца мне, значит, я приносил, да, пробовал там, что такое, подставлял музыки. Ну, да, посмотрим там все. И, так сказать, опять никаких решений нет. И помню, покойная музыкальная редакторша Раиса Лукина, она все требует. Вы принимаете музыку, Андрей? Я не принимаете. Я хочу это знать, мне нужно дать документы. Он говорит, я принимаю, но решение будет потом. Вот такое. Вот таким образом, вот в такой работе я выработал некий язык, который вот был востребован только Андреем Тарковским. Вот все 3 фильма в этой манере были сделаны, и дальше они никого не потребовались вообще. Как бы такая странная история возникла. Я выполнил некий вот такой вот какой-то, ну, можно сказать, язык выработал вот специально для Андрея. Для его, так сказать, методики снимания фильма, для его образов, для его, так сказать, ну что ли, видения музыки в кино. Все это происходило в таких беседах бесконечных. Так как я говорю, что я был брошен так в океан просто, я сам все барахтался, он мне давал, так сказать, рассказывал, что ему нужно. На записи не приходил, я не понимал, будет это, не будет, туда я работаю, не туда. Поэтому вот это была сложность. Все как бы он очень много рассказывал, что он хочет даже не от музыки, а вообще, что он хочет вообще получить от картины, так сказать. Что он, вот, отсюда я как бы случайно узнал, почему он использует Баха, как я уже говорил. Такие в разговорах, вот такие вдруг были открытия. Причем, вот я помню, такие вдруг сейчас всплыло, вдруг вот какие детали, он там показывает кадр, говорит, здесь мне нужен акцент обязательно. Я говорю, какой? Это уж ты придумай сам. Вот такая опять фраза, никаких конкретных заданий. Вот, значит, ему, видимо, было очень важно, если бы не навязывать, потому что он хотел бы вытащить из человека то, что в нем, как бы, он не может предположить. Это очень важно. Вообще в кино, ведь же кино делается не только режиссером. Конечно, он один знает весь план и один всю команду ведет. Но вот эти вот неожиданные предложения из группы, это бывает, меняет кардинальное решение, помогает решить какие-то сцены. Поэтому я знаю, что режиссер очень ценит подсказки или так в разговорах, чтобы высказывать свое мнение, свои предложения. Поговорили мы о картине Брейгеля, которая еще, вот, да, значит, просто говорит, я сейчас собираюсь снимать ее. Вот так вроде бы как там я хочу все на шумах сделать. Ну, как бы, но если ты придумаешь что-нибудь там, то придумай. Вот это, значит, как бы он заронил эту идею. Я потом это полистал ее, посмотрел. Но мне всегда проще работать, вернее, это уже правило, только когда на снятый материал. То есть одно дело, когда читаешь сценарий, ты как бы видишь одно, а потом получаешь совершенно другое. Поэтому, значит, я дождался, когда он это снял. И здесь вот там не прервалась вообще музыка картины Брейгеля, только шумы должны были, там птицы, ну что у них, лай собак. Вот то, что показано, какие-то голоса, вот как бы он озвучил эту картину. Но я добавил еще некий какой-то фон, какой-то, ну как бы, который слышит человек вообще, окружающий. Какие-то основаны на колокольном звоне, кстати говоря. Там я их очень много сделал, отдаленных записей колоколов, и их во сплошной гул как бы свел, и очень тихо они в заднем фоне присутствуют. Еще какие-то там пения, так неожиданно пение, чем русского народного хора. Он там подошел, такие. Ну, одна фраза всплывает, какой-то, это уже на уровне уже подсознания какого-то духа. Это уже не конкретный народ, а вот что-то такое вдруг.
одна фраза исчезла, да, да, и там крикнула птица. И вот я еще добавил каких-то электронных шумов. Он так ручками покрутил, так что да, это там один какой-то звук, что-то говорит, надо переставить, мы переставили, и вот это вот так пошло. То есть, и вот финал, например, фильма, это вот чисто оркестровый кусок, где возвращение блудного сына. Так, наверное, на четверной состав, где я как бы это развернутым, ну так, линейно, что ли, во времени все это написал. Это тоже такая кластерная музыка, то есть пятна, которые соединяются. Там нету никаких тем, а вот такие какие-то массивы, что ли, массивы работают. И потом я сделал из этой вещи концертный номер, который называется «Океан Солярис». Я вспомнил, что фразу. Он говорит, что я мечтаю снять вообще фильм без музыки. Вообще без музыки. Потому что музыка мне нужна только в тех моментах, где я по техническим причинам или по своей, так сказать, какой-то там просчетам не дотягиваю. Или вообще нет таких средств, чтобы языком кино это вытянуть. Тогда это подпорки мне нужны. В принципе, он говорит, если кино искусство, то оно должно работать своим языком. Ну, прибегая, как бы, это там, театр прибегает к музыке, там, литература, можно написать какую-нибудь строчку из музыки, там. Это как бы частное явление. Ну, а сейчас кино же целиком, как бы некие заимствования из оперных, из оперного искусства какие-то приемы. Но вот он считал, что можно найти и сделать такую картину. Кстати, вот некоторым образом ее ученик, вроде как бы он считает себя очень Сакуров. Я помню, много раз сидел у него на монтажной. Он сейчас осуществил этот проект. Тарковский все хотел осуществить этот проект. Снять одним куском целый фильм. Но не в музее, как он тут снимал, а просто целую историю. Даже рассказал какую историю. История о войне он хотел снять. Прямо у себя в деревне там были какие-то там рвы, что-то еще. Вот он просто как вот какой-то кусок войны он хотел снять. Это такой целый фильм на одной камере. Но вот так и вот не собрался. Значит, он говорит, вот это будет кино тогда. Вот это кино, именно вот кино, он считал, пленка и время. Не монтаж, а монтаж – это вынужденная мера. Ну, может, как некий прием тоже может существовать. Но вот кино одним снятое как кусок жизни, вот это и есть искусство. Вот, поэтому ты опять возвращаясь к музыке, это было совершенно как бы… Он хотел без нее обойтись. Тарковский взял очень маленькую часть этого романа. Его интересовала только одна история. Он сказал, что вот как раз я тоже в нем об этом говорил, что его интересует только одна вещь, которую как бы Лем об этом прямо не говорит, но это вытекает из его, так сказать, романа, что то, что ты проживаешь, как бы тебе не было, если были тебе должны другие, дана новая жизнь, ты прожил бы ее, может, в других ситуациях, но так же. То есть, как бы это карма, короче говоря. И вот это вот Крис должна была возможность прожить ее иначе, но он все равно сделал то же самое. Он отправил свою жену опять то есть бессознательно это вот работала карма. И вообще его Тарковского Андрея интересовало вот это душа, просто душа и что есть человек вообще, что он может. Вот, я помню, как он цитировал Достоевского. Нет такого, там, Достоевский еще даже страшнее сказал. В общем, нет такого ужаса, который не мог бы сделать человек. Теперь, наверное, можно говорить, что он, наверное, это слово «ненавидел» я не могу сказать, но совершенно не принимал вообще всю советскую вот эту вот систему, абсолютно.
Он вынужден в нее был играть, но категорически не принимал и не мог видеть эти лица, в общем, совершенно, так сказать. Считал, что все это кончится кошмаром, все это кончится катастрофой. Так оно и случилось. Вот он как в воду смотрел, да, все это. Он говорит, что такие люди, которые правят страной, это совершенно приведет все к катастрофе. И пытал, ну, так кино, искусство, связанное с производством и с деньгами, он вынужден был с ними общаться. Как бы единый взгляд, что вот на фигуру Андрея, что он очень такой человек был с обнаженными нервами. Это очень такой чувствительно. И очень все воспринимал. И, кстати говоря, воспринял всегда как бы оригинально, что ли. Поэтому это трудно было приложить, что он скажет. И в этом тоже было какое-то невесомое ощущение. Потому что, скажем, говоришь или показываешь, или рассуждаешь о том, вдруг какой совершенно неожиданной реакции, которая тебя ставит, так сказать, или в тупик, или тебе приходится страшно перестраиваться. Вот это вот, видимо, такое особое ассоциативное мышление, и очень с глубокими какими-то далекими ассоциациями, и глубокое знание вообще, ну вот особенно духовной литературы, вот Библию он изучал, я знаю, оттуда очень много у него всего. В принципе, я думаю, вообще все его картины построены на знании, ну как бы на ассоциациями с библейскими историями, да, все они связаны. Даже вот взять «Сталкера», вот этот знаменитый там кадр, где засыпает сам сталкер на воде. Там рыба идет, это же Христос, это христиане. И там много таких. Все идет по мифологии. Если картину рассматривать, там все как бы такой ребус абсолютно разгаданный. Для посвященного человека все образы ясны. Там нет ни одного случайного, даже камешка.